В ролике я делюсь исключительно своим мнением, основанным на моем индивидуальном опыте. Никого ни к чему не призываю и никого не хочу оскорбить. Мое мнение может отличаться от вашего. Дай угадаю. Живешь или жил в Усть-Перде-Зажопинской области? Друг, я искренне желаю побыстрее тебе с этим разобраться. Сегодня я хочу обмусолить тезисы по типу «где родился, там и пригодился», «тебя там никто не ждет», а сын маминой подруги съездил, а у него ничего не получилось. Сиди, никуда не рыпайся. И я считаю, что все эти тейки бред, и сегодня я попробую поговорить на эту тему. Я хочу, чтобы многие честно взглянули на свой родной дом, область, регион. Я думаю, что я имею полное право говорить на эту тему, потому что лично я родился в подобном городе. Это город Чита, Забайкальский край. Мой город достаточно грязный, утопает в алкоголизме. Явно есть проблемы с инфраструктурой, явно есть проблемы с занятием для молодежи. Перечислять можно достаточно долго, но я бы не хотел этого делать. Особенно становится тяжело, когда ты приезжаешь туда лично спустя какое-то время и видишь, что город буквально застыл во времени. Я искренне не понимаю, как можно добровольно оставаться в таком месте, где нет ни перспектив, ни будущего. Вы тратите свою самую важную и дорогую валюту, которая никаким образом не восполнима. Это валюта время. Вы тратите свое время, находясь в таком регионе. В качестве примера приведу мою последнюю поездку в Забайкальский край, город Чита. И на контрасте с Алматой, где я живу сейчас, я охренел. Я знаю, откуда растут ноги у тезиса «где родился, там и пригодился», предательство и так далее и тому подобное. Когда я начал очень часто говорить о том, что я хочу переехать и я не хочу здесь оставаться, я также в свой адрес слышал слова по типу «но ты же родился здесь, это твоя родина, неужели ты как предатель?» Даже такое было, но это было редко, справедливости ради. Люди говорят, что нужно развивать родной край, где ты родился, привнести что-то хорошее, а не гундеть и ныть. Но как? Расскажите. И я сразу хочу добавить, я и сам подумывал остаться и попытаться развиваться внутри своего региона, качать, скажем так, на локальном уровне. Но давайте будем честны, набраться опыта, набраться бюджета намного проще где-то там. И, возможно, потом имеет смысл вернуться и сделать что-то хорошее. Без изменений в целом. Я имею в виду про изменения даже в том же культурном фоне. Для людей заплатить за условную съемку больше там нескольких тысяч рублей — это уже что-то невероятное. Все очень просто. Многие труд не считается за труд в таких регионах, потому что в этих регионах ну, привыкли зарабатывать деньги исключительно трудом. И я понимаю, почему это происходит именно так. Конкретно мой личный контраст. Я перебрался в Алмату. Здесь зелено, тепло, чисто. Здесь люди улыбаются. В противовес я часто слышу, что люди, которые улыбаются в больших городах, улыбаются фальшивой улыбкой. Также говорят и про Европу, и про США. Отнюдь я с этим не согласен, потому что, живя тут уже некоторое время, мне и самому приятно находиться, из-за чего ты чаще улыбаешься, ты уже не удивляешься, видя человека, который идет, улыбается по улице. Тебя многое, в принципе, перестает удивлять, что удивляло бы у себя в деревне, грубо говоря. За примером долго ходить не нужно. Я когда съездил недавно в Читу на 3 месяца, честно скажу, это была депрессия, уныние, и я ничего абсолютно не хотел. Я не хотел смотреть в окно, я не хотел выходить на улицу. Меня буквально поглотило на все 3 месяца, и я просто ждал, когда это время пройдет. Я абсолютно не скучаю по этому месту, несмотря на то, что я там родился. Люди улыбаются там, где им, знаете ли, хорошо живется. Если ты видишь радость, ну, это показатель уровня жизни. Люди в провинции добрее. Какой доброты ждать, когда ты в минус 35 стоишь на остановке среди унылых серых панелек, на замороженной в лед остановке и пытаешься залезть хотя бы во вторую маршрутку? А как вам тейк насчет нельзя сравнивать вот это место с тем, потому что там климатические условия? Этот миф тоже разбивается, глядя на ту же Финляндию или Канаду. Забайкалье плюс-минус схоже по климатическим условиям, и можно просто зайти и посмотреть, как выглядят улицы там и как выглядят улицы у нас. Я благодарен Чите за то, что я увидел, как жить не стоит, где я жить не хочу.
Возможно, я бы ездил туда с радостью в отпуск летом, потому что в Забайкалье и вправду красивая природа, но именно жить в условиях, где нет инфраструктуры и находиться банально некомфортно, ну, как-то не очень хотелось бы, честно. Мой переезд стал, ну, таким прям нормальным бустом. Во-первых, давайте честно, Алмата — это большой город, где много специалистов, где развита инфраструктура. Тебе есть куда развиваться, и поначалу ты очень сильно удивляешься тому, что ты видишь. Это касается как улицы, так и рабочих процессов. Но в Чите это все намного проще. Я вижу достаточно много изменений в себе за то время, которое я нахожусь вне моего родного города, но в то же время я не вижу изменений внутри моего города. Переезжать в большой город из своей деревни или же все-таки ехать куда подальше за границу, это дело, конечно, каждого. Я никого ни к чему не призываю. Решает каждый сам для себя. Довольно часто я слышу из уст разных депутатов, самоуправленцев, журналистов слова по типу «вот, не нужно никуда переезжать, развивайте свои родные города и регионы, оставайтесь, вас никто там не ждет». И вообще, чуть ли это не предательство. Я хочу обратить ваше внимание на то, что многие из этих людей живут комфортно за счет того, что вы остаетесь на своем месте. Что с этим делать, решайте сами. Если ты чувствуешь, что тебя тянет на дно, я думаю, нужно вырываться. Никто не обязан страдать ради псевдопатриотизма и высказываний других взрослых людей. Я считаю, что жизнь все-таки одна, дается она тебе один раз, и тратить ее на выслушивание и исполнение чужих призывов, по-моему, как-то, ну, наверное, странно и глупо. Где родился, там и пригодился. Да как будто нет. Живи там, где у тебя есть возможности и ресурсы. Не бойся начинать с нуля. То, что ты находишься в бедственном положении у себя в маленьком регионе, откуда даже билет куда-то стоит, ну, баснословных денег, это уже должно о чем-то говорить. То очень много примеров людей, которые перебрались и добивались всего с нуля. Но не просто же так вы слышите, вот, там, сын маминой подруги съездил, у него ничего не получилось, он вернулся и вот сидит, кайфует у себя в Усть-Зажопинске. Ну, хорошо, опять же, он съездил, у него не получилось, он вернулся. Ну, давайте будем честны, не получается у тех, кто не пробует вообще. А если не получилось один раз, это не повод останавливаться. Также, если у тебя не получилось, возможно, ты сам где-то дал слабину, где-то ты постеснялся попробовать себя в чем-то, где-то ты обломался идти на какую-то работу, которая как бы не для тебя, и ты вообще не хочешь этим заниматься. Черт подери, когда ты куда-то переезжаешь, по-моему, самое главное обустроить себе хоть какой-то минимальный быт и обеспечить себя едой. На первое время нужно искать работу не по вкусу, а по бюджету, чтобы можно было хоть как-то существовать, я считаю. Родители делятся на два типа. Есть родители, которые вовсю уговаривают своих детей переехать и развиваться где-то в большом городе, а есть родители, которые наоборот как раз-таки сыплют тейками и говорят, где родился, там и пригодился. Расскажите, как было у вас? Влияние наших родителей. Давайте объективно, мир стал совершенно другим, а взрослому поколению стало трудно ориентироваться и страшно в этом большом динамичном мире. Их защитная реакция — закрыться и поймать мнимую стабильность, к которой они привыкли. Привыкать к стабильности плохо. Если вы не приучены адаптироваться под окружающую вас среду, жизнь вас съест. Произойдет какое-то событие, которое вас может сломать, сбить с ног, и вы потеряете себя. Таких примеров достаточно много, я бы сказал, у каждого есть знакомый, который во времена того же развала Советского Союза потерял себя. Наверняка ты часто слышишь, что да я в те времена был тем-то, инженером, начальником, руководителем, а сейчас я должен заниматься тем-то, ходить туда-то. Ребят, пожалуйста, не забывайте, у вас есть доступ к интернету. Пока что. Это кладезь ценнейшей информации и примеров людей, которые что-то делают.
Вам никто не запрещает списаться с кем-то, пообщаться. У вас наверняка есть знакомые из разных регионов и стран. Не забывайте, что старшему поколению тяжелее пользоваться благами цивилизации. И осуждать их за это не нужно. Но вы можете показать на своем примере, что получается у тех, кто пытается. Еще моментик с социальными иллюзиями и оправданиями. Тут говорят, зато природа красивая. Да, природа в Забайкалье, например, достаточно красивая для того, чтобы приезжать, любоваться и отдыхать там. Но скажу вам честно, зимы такие себе. Во-первых, морозы порой до -40. Во-вторых, с какой стати я должен опираться только на это? И что красивая природа. Периодически бывают зимы вообще без снега, либо с очень его малым количеством. А все это выглядит очень серо, уныло. Если уж как бы лето, то хотя бы на улице погулять можно, в мороз как-то не очень, знаете ли. Тут душевно, тут уютно, все друг друга знают, это же как маленький дом. Ну, да, но это же не повод, например, жить и не выходить из квартиры вовсе. Ну, вот здесь, наверное, точно так же. Я вам скажу так. Это называется зона комфорта, и когда вы в ней застреваете, это не есть хорошо. Приведение чего-то локального в пример, например, блюда. Ну, где же ты там найдешь, там, например, бузы, позы? Согласен, возможно, тяжеловато будет найти или вообще невозможно, но опять же, давайте не будем забывать, в мире много всего интересного, что можно попробовать, на что можно посмотреть и где можно погулять, поэтому зацикливаться на одном, я думаю, не стоит. Так называемая точка невозврата. Задумайтесь, молодые. Наступает время, после которого взрослые люди, взрослыми я считаю тех, кто вырос там где-то в 70-е, 80-е, отвечают, что ну куда я поеду? У меня все тут, дом тут, там семья тут. Это называется пустить корни. То есть, естественно, когда вы пускаете корни, сорваться еще тяжелее. Двигаться нужно, пока вы молодой. Чем дальше вы стагнируете, тем сильнее вас это засасывает. Когда вам 30 лет, и вы прожили все эти 30 лет в своей глубинке, вам намного тяжелее адаптироваться в большом городе, потому что вы привыкли к темпу своего маленького города. Факт. Когда я перебрался сюда, мне было 25 лет, мне уже на тот момент было очень непривычно, как люди живут тут. Слишком быстрый темп относительно моего маленького размеренного городка. Также хочу отметить этих смельцов, которые все-таки умудрялись уезжать, продавать квартиры, переезжать с семьями, и за это я безмерно уважаю таких людей, и я всегда смотрел на них как на пример. Культ бедности и его влияние. Почему-то у нас романтизируют нищету, что меня повергает в какое-то недоумение. Многие гордятся тем, что они могут выжить на условные 10, 15, 20 тысяч рублей. Чему здесь гордиться? Ответьте, пожалуйста. Вы не живете, вы выживаете. И это соревнование длиной в жизнь получается. Разве это интересно? Я очень сомневаюсь в этом. Еще довольно часто я вижу примеры взаимоотношений людей, которые переехали, с теми, которые остались. От тех, кто остался, прилетают комментарии по типу «ты зажрался, мы для тебя уже никто» и так далее и тому подобное. Это такая ЧСВ наоборот. Это очень странно, это меня тоже очень сильно удивляет. Наверное, это говорит не о человеке, который переехал, а о неудовлетворенности тех, кто остался. Попробую замотивировать тех, кто сейчас в этом бедственном положении, кому я искренне желаю успехов. Твой переезд начинается вот здесь. Ты начинаешь об этом думать, ты начинаешь искать, гуглить варианты, спрашивать людей, которые живут в каких-то городах или странах. И дальше постепенно ты пытаешься понять, какие тебе документы, может быть, для этого нужны, какой бюджет тебе нужен для этого. И так, как пазл, ячейка за ячейкой у тебя собирается общая картинка и выстраивается твой план. Желаю каждому успехов. Пусть у вас все будет хорошо. Не нормализируйте то, что ненормально. Не нужно привыкать к плохому, если можно найти что-то хорошее в этой жизни. Не нужно нормально относиться к выражениям а-ля «вот в наше время».
Сейчас не то время, сейчас совершенно другой ритм жизни, совершенно другие возможности и, естественно, совершенно другие риски. Все зависит исключительно от вас. Думайте, решайте, пробуйте. Я частенько веду разные игровые стримы, если тебе интересно, можешь залететь, поболтать. Все, ребят, всех обнял, давайте, а я пойду развлекаться дурацкими игрушками и заниматься глупостями, как говорят взрослые люди. Пока.